Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Давайте рассмотрим, что происходит, какие ключевые события, что ждать от российского фондового рынка на открытии российской биржи, что будет по движению рубль, доллар, евро, нефть и ключевые активы. Так, китайский рынок сегодня открывается в плюсе. Здесь идет попытка разворота и движения на 4800. Связано это с таким нехитрым обстоятельством. Вышла хорошая статистика по Китаю. Индекс деловой активности в промсекторе от Каиксина вышел 53,6. Он больше, чем прогнозировался, больше, чем предыдущее значение. Но смотрите, мне кажется, такое развитие событий, оно по меньшей мере несколько необычно. Потому что уже в октябре начался локдаун. И, соответственно, здесь уже развивается снижение потребления, постепенное затухание. Поэтому достаточно странно, что в промсекторе, который обслуживает мировое потребление, вышли значения выше, чем предполагалось. И достаточно позитивные. Ну да ладно, выше так выше. Так, друзья, сразу обращаю внимание, фьючерсы не рассматриваю, потому что в субботнем выпуске рассматривал фьючерсы и позиции SOTS FTC. Соответственно, можете посмотреть. Собственно говоря, и он в этом выпуске. Так, далее нефть. Что касается нефти. По нефти пошло движение вниз, но здесь все очевидно. В ожидании блокировок, локдаунов, спрос на нефть падает, все паникуют. Соответственно, по нефти здесь у нас ближайшая точка 35,5. Это движение, оно может завершиться на 35,5, консолидироваться и пойти отскок на 39,62. Но с учетом текущих реалий, как это все нагнетается, развивается, скорее всего, движение пойдет как минимум на 33. Поэтому здесь сейчас есть определенная попытка консолидироваться и отскочить. Но текущая негативная ситуация с ростом ковида, заболеваний, она толкает на то, что, скорее всего, будет движение, дальнейшее развитие вниз. Вполне очевидно, если экономика встает, то, соответственно, ожидания в части потребления нефти падают. Никуда от этого не деться, увы и ах. Так, если смотреть часовик, здесь идет попытка отскока, но эта попытка отскока, она достаточно вялая. И здесь вполне вероятно, что в ближайшее время будет повторное тестирование уже 35,5. Конечно, отсюда может пойти отскок на 38, но пока нету никакой движущей силы, которая бы этот отскок заставила бы нефть сделать. Так, далее индекс доллара, месячный таймфрейм. Но здесь у нас закрытие на прошлой неделе или в прошлом месяце было очень хитрое. С одной стороны, оно указывает на то, что пошел рост, с другой стороны, оно не дает такого однозначного решения, которое бы показывало, что сейчас в ближайшее время мы пробьем 94,6 и уйдем выше. То есть здесь картина очень интересная, по крайней мере на месячном таймфрейме это можно назвать ни туда, ни сюда. Так, неделька здесь пободрее, она указывает на то, что все-таки тихим сапом постепенно, но индекс доллара растет, и он будет продолжать это восхождение, и в обозримом будущем будет пробой 94,8, 94,7 этого диапазона. Так, по дневке, если у нас сейчас в ближайшее время будет повторный задерг и пробитие 94,25, то цель движения на сегодня, на завтра у нас находится здесь 94,6. Если такового не будет, у нас ближайшая локальная цель это скорректироваться, и цель для отката это 93,88, сюда и по более коротким таймфреймам, например 4-часовик, у нас здесь развился рост, и соответственно он в ближайшее время будет стремиться идти наверх. Так, друзья, индекс РТС далее. Фьючерс не буду сегодня рассматривать. Давайте посмотрим индекс РТС. Здесь месячный таймфрейм. Это уровень, который очень важный, очень существенный. Пробитие этого уровня сразу укатает. Цель движения будет 950-940. Так, но здесь и месячная, и недельная, это недельный таймфрейм формации, они указывают, что здесь фактически открыта дорога вниз. Только отбой от сильного уровня может эту дорогу остановить. Так, дневной таймфрейм указывает на то, что попытка разворота была в четверг.
судя по тому, как торги прошли в пятницу, эта разворотная формация, она пока не сработала. С учетом того, что сейчас валится нефть, скорее всего РТС будет двигаться и далее вниз. Так, ну и 4-часовой таймфрейм по индексу. Что здесь примечательно? Здесь пошла попытка закрепиться в диапазоне 1080-1061. Вот. Соответственно, здесь с учетом вот этой формации вполне движение вот это по консолидации, оно может продолжиться и сегодня. И это произойдет в том случае, если на открытии не будет пробоя 1050. Вот 1050, если на объеме не пробиваем, если удерживаем этот диапазон, то вполне возможно, что отсюда сформируется корректирующий отскок. Но поскольку нефть снижается, в общем-то особого драйвера для этого отскока нету. Так, друзья, далее золото. Ну смотрите, по золоту тут картина технически на старших таймфреймах, в частности месячном, она немножко противоречива и загадочна. Почему это так? Вот с одной стороны произошел разворот, аж еще в августе. Вот, и по идее этот разворот он должен привести к тому, что будет движение, ну как минимум на 1500-1550. Пока такого движения мы не видим. И его скорее всего не произойдет, если не будет повторного пробития 1850 и закрепления в районе 1815. Поскольку здесь уже пошло преобразование вот этого нисходящего импульса, то вполне возможно, что мы здесь получаем проторговочку и попытку отскока. Так, ну если смотреть на золото локально, вот если у нас сегодня в первой половине дня не будет пробития 1870, вот этого значения, то отсюда вполне вероятно мы получим импульс движения, первая цель которого будет пробитие 1891. И следующая цель движения это возврат вот сюда, в этот диапазон в районе 1906-1907. Так, друзья, далее серебро. По серебру там была очень такая загадочная, замысловатая многоходовочка. Юрики резали лонги, открывали шорты. Вот, но там по другим, скажем так, признакам были основания полагать, что все-таки серебро оно продолжит движение, и цель этого движения 24,4, 24,5. Там единственный был вопрос у меня, что может с утра быть задерг и движение вниз, например, на 23,2. Задерг действительно такой произошел, но он произошел, когда у нас торговая сессия отсутствовала, и его очень быстро откупили. Судя по тому, как здесь вот эта динамика движения развивается, то вполне вероятно, если мы в первой половине дня удерживаем 23,75, вот этот диапазон, если он не пробивается, то у нас вот этот импульс, который пошел, его первая цель это движение 24,4, 24,5. Вообще как бы он завершится в том случае, когда будет достигнуто значение 25, 25, 25,3. Вот здесь вот. Так что по металлам вполне позитивная картина. Так, друзья, далее USD Tomorrow. Давайте возьмем 4-часовой таймфрейм. У меня засыпали уже страшными картинками с Форекса, что там, что будет. Все как бы рубль падает уже на 90. Но смотрите, здесь момент заключается в том, что, конечно, задерг и пробитие 80, оно вполне здесь напрашивается. Тем более падает нефть. Но я хотел бы посмотреть с утра, сейчас как будет реакция у ЦБ по поводу этого движения. То есть здесь вполне возможно, что на текущий момент времени вот эту попытку пробоя и движения на 82,5 ее просто зальют валютой. Поэтому здесь, конечно, надо сейчас будет посмотреть на открытии вот это движение, как оно произойдет. Если вот это движение 79,58-80 на объеме пройдет и здесь сразу, ну как бы пойдет после пробития 80 роста объема, то скорее всего действительно уже сегодня пойдет движение на 82,5. Вот. Но я думаю, здесь все-таки высока вероятность, что на открытии сейчас подключится ЦБ с учетом того, что просела нефть. И, наверное, здесь какие-то действия, может быть, не в первую минуту, но они начнутся очень быстро. И вот весь этот движняк наверх его вполне могут залить. Опять же, сейчас
на текущий момент вот эти, скажем так, ситуации, связанные с пробоем, его динамикой, очень сложно предугадать, потому что очень много сходится интересов и очень много сходится различных зон и структур влияния. Поэтому вот если устойчивый пробой 80 мы увидим по рубль-доллар, то уже сегодня вполне может быть движение на 82,5. Если такового не будет, то сейчас прямо отсюда могут даже на падающей нефти откатить и создать движение на 79, 78 и 9, 79 вот сюда, в этот диапазон. В любом случае, я думаю, в текущих обстоятельствах мы пробой 78,5 до завтрашнего, послезавтрашнего дня и стабилизации ситуации с нефтью мы не увидим. Вот, и только по факту выборов американского президента Байдена и стабилизации цен на нефть мы вполне можем увидеть коррекционный откат, и цель этого отката будет движение на 76,5. Вот. Но обращаю внимание, потом экономика возьмет свое, и мы увидим дальнейшее ослабление рубля к доллару и евро. Итак, друзья, то, что касается движения в паре доллар-рубль, здесь на открытии, в зависимости от того, пойдет, не пойдет пробой вот этого диапазона, таким образом будет сформировано движение. Если на открытии в силу воздействия ЦБ, но через агентов, сам ЦБ, он, по-моему, все-таки не торгует валютой, хотя, может быть, я на этот счет ошибаюсь. Хотя нет, конечно же, сам ЦБ, насколько мне известно, участвует в операциях на валютном рынке и регулирует этот вопрос. Итак, посмотрим здесь, каким образом будет развиваться ситуация. Сейчас по большей части все указывает на то, что будет попытка пробоя и уход на 80 с плюсом, но нужно посмотреть реакцию на открытие, каким образом будут предприняты или не предприняты валютные интервенции. Если они будут предприняты, то у нас сначала пойдет движение на 78.13 и потом высока вероятность движения к нижней границе вот этого консолидационного диапазона. Цель движения это 78.75. Вот. В том случае, если все-таки пойдет пробитие вот этого диапазона и мы получим пробитие 78.6 на объеме, отсюда развивается импульс движения, цель которого сходить. Первая цель это 77,2, вот сюда вот. Вот. Пока такой сценарий мне видится маловероятным. Скорее всего мы на открытии либо будем пробивать эту верхнюю крышечку и летать наверх, или в лучшем случае будем двигаться в этом диапазоне. Опять же, надо посмотреть реакцию, какая будет реакция у финансовых властей, поскольку нефть посыпалась, могут и залить валютой. Вот. Но с другой стороны напрашивается вот здесь с точки зрения логики пробой вот этой верхней границы и попытка отсюда пробить 80 и потом после пробития 80 сходить на 82,5. Все, друзья, спасибо за внимание.